Всем привет, друзья! Доброе утро! Вы на канале «Замуж в Индии». У нас такое прекрасное сегодня утро, солнце светит, настроение прекрасное. Мы сейчас всей семьей идем по делам, и, как я и обещала вам, сегодня я вам расскажу про работницу Наргиз. Мы сейчас посетим ее рабочее место номер 2. Пойдемте. Парам хочет, чтобы Артур на хинди говорил, а он смущается. Артур на самом деле сейчас хорошо понимает и отвечает, но не всегда. Он не любит вот так, когда из этого шоу какое-то устраивает. Парам понял, что Артур уже нормально говорит, и ему хочется похвастаться перед друзьями. Но Артур не ведется на такое, не хочет работать на публику. पागल मैं नहीं पागल तुम नहीं तो साला यही गंदा गंदा से अच्छा मत सीख महाराष्ट्र लड़की के साथ What is say, marriage Maharashtrian लड़की she teach him very fast. Джей сказал, что Артуру надо жениться на девушке из этого штата, и она быстро научит. Да, Артур, are you ready? Ты готов? Да, готов, всегда готов. Ну, действительно, насколько погода влияет. Тут буквально ничего, в принципе, в нашей жизни не изменилось, но вышло солнце, и из-за тучи сразу совершенно по-другому смотришь на весь этот мир, на все вокруг. Песики греются на солнышке, загорают, принимают солнечные ванны. Сегодня у нас воскресный рынок, очень много торговцев, овощи, фрукты, зелень. Сейчас мы зайдем, куда я обещала, и потом придем обратно сюда делать покупочки. А вот и здесь... Some sabzi. कौन कुठला सब्जी चुरटी Мы такое никогда не покупали. Парам, что-то новенькое. Очень горькие, поэтому Парам говорит, особо никто это и не покупает. Говорит, он утром Парам здесь уже проходил, он уже был на рынке. И говорил, видел эту женщину, и также сейчас она сидит, еще не успела продать. Что ты купил, покажи. ये not it. Я тоже не буду есть. Я не ем, потому что я сейчас вообще почти не ем сладкого. Видите, действительно, результат есть. Я похудела очень сильно. В общем, друзья, мы подошли к дому Никеля. Это друг Парама, один из лучших друзей здесь в Матаране. Наш свидетель, который был у нас на свадьбе. Вот смотрите, кого мы видим. Хай! Мы уже здесь с вами тоже были. Вы помните, я думаю, Никеля. Мы были, хай! У Никеля на бэби-шавер мы были, что вы его прекрасно знаете. Но сейчас, where is Никель? Nikhil outside. He went for business. Это мама Никеля. Hi. Hi. Так, и команда you show. She working here. हमारे पास काम करते हैं हाँ बोली उसने वही बोली ना कितना महीने के लिए ऐसा निखिल का वाइफ प्रेग्नेंट है नहीं वैसा वो दूसरी थी बाजू वाली अच्छा तो उसका दोनों मुहूर्त का झगड़ा हो Малышка прибежала, ей, наверное, здесь скучно. А у нас повеселее. У нас Артур с ней играет, игрушки. Вот, в общем, что я хотела сказать. Значит, Наргиз сюда приходит к Никелю мыть посуду и раскатывать лепешки 2 раза в день. По утрам, в принципе, лепешки они не готовят, по утрам только посуда, вечером плюс лепешки. И платят ей в месяц 4000 рупий. То есть примерно, наверное, 2 часа в сутки она здесь тратит. Не так уж много времени, а зарплата все-таки идет. Вот, но идемте дальше, я вам по дороге расскажу. Окей, bye, see you. Еще увидимся, еще вечером увидимся. К нам она тоже 2 раза ходит. Уже утром она была у нас и вечером придет, опять же, мыть посуду и лепешки делать. В общем, ребята, получается, вы уже, наверное, там кто-то уже написал или собрался писать: о, Наташа считает чужие деньги. На самом деле интересно. Вообще все началось с того, что Насим посчитал. Насим Параму говорит: боже, она зарабатывает больше, чем я.
Я повар, а женщина с 2 детьми, с маленьким грудным ребенком ходит работать и зарабатывает намного, почти в 2 раза больше, чем я. Ну и поэтому вот у меня и возникло желание сделать видео для вас. Ну, я думаю, что это интересно. Ну, все, согласитесь, все мы в какой-то степени действительно считаем чужие деньги. Как без этого? Так, а сейчас мы спускаемся вниз. Вы обратили внимание, какие виды здесь? Спускаемся вниз поговорить с мужчиной, который здесь живет. Мужчина этот гитарист. Я очень сильно хочу, чтобы Артур научился играть на гитаре. Вообще, в принципе, на каком-то инструменте, чтобы он играл. Ну, гитара, мне кажется, что это лучше всего для мальчика. И для начала будем продолжать развивать его музыкальный слух. Tushar bhai, he teach guitar. So I want to talk. Now he busy after Ganesha festival. You ready? Guitar है आपके पास अभी? अभी तो नहीं, वो कितना गाते हैं? Means certificate. Certificate ये हाँ. MSCIT For what? MSCIT, computer. कंप्यूटर है. В общем, ребята, мужчина на все руки. Он и ремонтирует телефоны. Я действительно вспомнила, это было много лет назад. У меня был классный Samsung. Очень хороший был телефон, вспомнила бабка, как дивка была. В общем, и он ремонтировал действительно очень хорошо. Он потом мне долго прослужил, пока я еще кое-что там не придумала, и он у меня разбился окончательно. Вот, друзья, кроме того, он вообще, в принципе, как ПК, он может, оказывается, дать еще курс, пора еще думать, что, может быть, действительно он его научит. Ну, азам, быть человек, который занимается бизнесом, просто обязан знать компьютер, хоть немножко. И вот еще и музыкант. Представьте себе, как классно. Ну, правда, видите, какое скромное у него жилье. Вот. He make mobile repair also. Да. Mobile repair, computer repair, guitar, many things. He want to open computer class in top. Так, сейчас еще нам что-то покажет. Кажется, у него есть еще 2 номера, которые он сдает туристам. То есть сами живут, видите, в таком вот скромном, можно сказать, в подвале для туристов. То есть тут еще, огромная площадь, смотрите, террас, веранда. Boy, very nice view. Сейчас я вам покажу. Мне уже пишут в комментариях, что Наташа, мы не хотим смотреть 80% видео твое лицо. Друзья, потому что у меня микрофон поломался. Но буду стараться. Буду стараться не забывать вам показывать все вокруг. They make here swimming pool. Да? Very good. Я говорю, было бы классно, сделали бы здесь бассейн для туристов и для себя с таким видом. Но почему-то у нас в Матаране вообще нет такого. Не знаю, может, это очень дорого или что. Wow. Super yaar. यही rooms है? See, this is for customers rooms. Окей. Артур, что ты сказал? Артур говорит, честно говоря, скромно. What do you say? Not very good. Вот, друзья, это родители Тушарбая, мама, папа. Мама в прошлом была швеей, сейчас она уже не работает. Вы видите, здесь очень берегут своих пожилых родителей, как вот у Никеля, да, вот мама, ну, в принципе, не старая, согласитесь. В принципе, что там, посуды не очень много, у них семья маленькая вообще семья, мама, Никель, его брат и беременная жена. Там не очень много посуды, могла бы, в принципе, сама помыть, но нет. Никель считает, что ни в коем случае. Все, она вырастила своих детей, сейчас она должна отдыхать. Он способен заплатить эти 4000 рупий работнице, которая будет выполнять эту работу за нее. Так и здесь тоже. Вот эта вот женщина сейчас не работает, отдыхает, наслаждается жизнью. Вот, а папа, сейчас очень интересно, чем папа сейчас занимается, сейчас я вам покажу. Я сразу увидела швейную машину, говорю, о, интересно, а кто у них швея? Вот это ж, ну, сейчас уже она так просто стоит, как мебель, особо ею никто не пользуется. А вот папа сейчас, знаете, что он мастерит? Крысоловку. Представляете? Крысоловку мастерит. Сейчас я вам покажу. Ну, Артур говорит, почему не мышеловка? Но мыши, мне кажется, мышей не сильно, как бы, мыши не сильно мешают жить. А вот крысы желательно вылавливать.
Чуга. Чуга. See down also. Все, вернулись мы на рынок. Сейчас будем покупать то, что я выберу, и пойдем домой. Я вам расскажу дальше. Sir, thank you so much. Yes, welcome. गया हफ्ता see Natasha Nargis Babi working here this restaurant Rajubai restaurant. She coming every morning and afternoon 3-2 times coming here. Ох, солнце светит прямо мне в глаза, щурюсь, поэтому прикрываю. Друзья, в общем, Парам говорит, давай я тебе еще сразу покажу другое местечко, где работает Наргиз. Говорит, вот идем посмотришь ресторан, где она работает. Я смотрю так внимательно, где же ресторан. Все вот это вот он мне вот так вот показал, я тебе покажу ресторан. Вот здесь она тоже работает, но сейчас она в другом месте, то есть мы не будем уже дожидаться, в принципе, вы все поняли. Но как бы ресторан, одно название, а потом Парам мне объяснил, это кухня, то есть с другой стороны надо подойти, чтобы увидеть именно места для клиентов, а здесь работники. То есть она здесь тоже приходит, моет посуду и... Ну, не знаю, что-то еще, может быть, помогает на кухне. То есть это уже третье место. И еще 2 места. Представьте себе, и здесь у нее больше. То есть если в семье, когда она моет посуду, там платят 4000, то здесь еще больше платят. Ну, неудобно спрашивать, но, по-моему, 6. Я не буду, то есть так точно, знаете, может, у нее еще какие-то. То есть это я так сказала, что будем считать чужие деньги. Естественно, мы точно не знаем, но по-любому как бы уже понятно, что больше, чем на Сим. Решила себе прикупить немножко, смотрите, заколок. Крабик купила. Very best. This is 9 polish. She say this is very best for your wife. I say, how you use, which one you use. Alex. Купила пару заколок, и продавщица пытается меня раскрутить. Говорит, какой-то показала Параму для ногтей лак, не лак, я не знаю, может быть, какое-то средство для улучшения качества самих ногтей, типа с витаминами или что. Говорит, вот это вот обязательно купите, это очень нужная вещь для твоей жены. Это она Параму, то есть она видит, что Парам с деньгами, то есть Парам как бы решает, стоит или не стоит делать покупки. А Парам ей говорит, что у меня жена мастер маникюра, почти мастер маникюра. О, тут что-то сейчас еще интересное. Боже мой, вот это мы пришли, классно. Сейчас я вам еще что-то интересное покажу. Друзья, вы видите, это целая семья. Вот муж сейчас отдыхает, но у него тоже есть свое представление, свои трюки. Парам говорит, что он бьет себя плетью. Вы видите, опять я считаю чужие деньги. Парам тоже, вот я пока снимала, как эта женщина подсчитывает свой гонорар. Парам говорит, о боже, я сегодня за все утро, сколько у нас всего 2 rooms today, да? То вот я только 2 rooms с утра. Мы, как бы меньше заработали, если отнять все налоги, все зарплаты и так далее, то такой пачки денег у нас не получится. Вот, и смотрите, что Парам несет. Я, помните, вам говорила, что вот мы на рынок пошли, сейчас повыбираем с разных овощей, фруктов. Ну, тут потом выбираем, смотрим. Ну, на самом деле, то есть у нас все есть. У нас на кухне полно овощей, никаких там интересных фруктов я не увидела. Грибов не нашла. Рыбу Парам утром купила. Вот, смотрите, как полные сумки Парам несет. Покажи. What we have. Ну, покажи. Вот это вот наши воскресные покупки. Воскресного рынка идем. Окей, еще Артур, у тебя еще орехи. Орехи Артур еще себе выбрал. Покажи. Да.
Вот так вот. Мы вот смотрим, вот этот вот палак, это для попугая листик. Ну, я не хочу сейчас ничего с палака готовить. И баклажан Артур не ест, синенький. Я себе хочу что-то приготовить из него. Ну, я люблю такой. Артур не ест, я только для себя. Поэтому один. With mama, this baby, Papa's short and mama skin. He come down. How you coming in down? No? Papa very afraid. Мне кажется, это папа учит своего ребенка лазить по стене, по отвесной. На всякий случай стоит рядом, чтобы ему помочь. Ты мой маленький. Ты мой маленький. This is Nargis Babi husband. Cooking here. Kitna? Every day. Follow na. Сейчас хотим полностью всю информацию узнать у мужа Наргиз. Здесь он работает с 8 утра до 10 вечера. Парам спросил по поводу зарплаты, он застеснялся, вы видите, поэтому я ушла. Думаю, может быть, без меня, без камеры он скажет. Но раз уже мы завели эту тему, интересно, ну, Насим получает у нас 15 тысяч. И видите, он в основном так, знаете, прохлаждается. Насим, now I cook, sit in restaurant, rest. Rest. Да, у Насима очень много свободного времени, а этот парень, ну, он по-любому, он пашет с утра до вечера, потому что это, ну, ресторан на улице, здесь постоянно заказы на главной улице, и он работает, ну, 2 повара там. Я сейчас второго, например, и не увидела. В общем, Парам все-таки выяснил, Мамуд Бай, так зовут мужа Наргиз, зарабатывает столько же, сколько и Насим. Ну, естественно, у него есть возможность здесь на работе и завтракать, обедать, и ужинать, и даже брать еду домой, кормить детей. Но, в принципе, Наргиз тоже у нас ест. Ну, я не знаю, как на других точках работы, но я думаю, тоже. И, кроме того, вот, ну, допустим, я уже отдала для ее ребенка Артур какие-то вещи, из которых он вырос, но в которые в отличном состоянии. Ну, я думаю, что, ну, не то, что думаю, я уверена, что многие женщины, здесь в Матаране у многих есть работницы, и они, естественно, эти хозяйки как бы отдают и новую одежду, дарят на праздники, и там свою какую-то, которая там надоела или еще что-то. Это, ну, это здесь в порядке вещей. Вот, так что, в принципе, все эти деньги, которые они зарабатывают, они имеют возможность откладывать. Я вам чуть позже расскажу, на что они откладывают. Sit properly. Why you make? Я говорю, Парам, спроси у этого мужчины, у парикмахера, ну по-любому через него каждый день проходит столько людей, столько мужчин, по-любому он должен знать, есть ли у нас здесь в Матаране какие-то секты. Гитарой придется подождать, он сказал, что после Ганеша фестиваля тогда мы еще раз встретимся, еще поговорим, то есть ему нужно еще посмотреть, как у него там гитара, нужно настроить, не настроить, или нам нужно купить новую, то есть я уже понимаю, что это надолго, то есть это не скоро. И говорю, давай еще какие-то запасные варианты подыщем, что, ну, действительно, я считаю, что ребенку нужно развиваться, кроме школы, нужно еще обязательно какие-то таланты развивать, которые у него уже есть, а не как обезьянка, там, повторять вот эти вот буковки, там, словечки, которые они пишут на уроках. Парикмахер говорит, что есть учитель бокса. В основном все дети в Матаране и особо не стремятся к этим секциям. То есть они приходят домой после школы и занимаются уроками. Потом играют там во дворе. Это я только такая Парам. Говорю, ну нужно. Говорю, вот я пока была в Харькове, там несколько месяцев Артур у меня ходил и на пение, и в театр, и в музей. Все. Я для него там пыталась по максимуму его развивать. Наверное, другие дети за год столько не посещали мест, сколько Артур там за 4 месяца. А здесь вообще какая-то глухота в этом плане. Ну, ищем. Что-то по-любому. Ну, а ну покажись, Артур. Покажи какой-то. Да, классный.
Хорошо, подстриг, спасибо. Вот это же Парам ходил сюда себе маску делать. Давно ты не ходил? Парам, maybe today mask? You make this some massage, face massage? Before 1 week, before we make. Later. Он говорит, что он недавно делал, сейчас не хочет. Ну что, друзья, подходит к концу наш прекрасный, солнечный, воскресный день. Сейчас по поводу Наргиз, как и обещала. Значит, друзья, им приходится сейчас так тяжело работать, потому что у них большой долг. Они заняли деньги под процент. Ну, как это под процент? Например, $2000 они заняли. И пока они не вернут этот долг, обязаны каждый месяц выплачивать $200. Сколько это будет продолжаться, неизвестно. Естественно, они хотят как можно быстрее рассчитаться с долгами, поэтому работают по максимуму. То есть, несмотря на то, что маленький ребенок, эта женщина с утра до вечера пашет. Очень жаль в этой ситуации детей, и одного, и второго. То есть старшей приходится следить за малышом, как будто бы это ее ребенок. Ну и малой тоже. Естественно, он еще и в таком возрасте сейчас, когда тянет постоянно в рот все, что находит на полу, на грязном. И я вот, когда стою на кухне, занимаюсь своими делами, готовлю обед, и Наргиз рядом там стоит, моет посуду, и малой начинает кричать. То есть Артур мне говорит: мама, иди сюда, быстрее иди сюда. Малой там куда-то полез по ступенькам. Мама, иди сюда. Меня зовет, представляете? То есть Наргиз, она у нее, не знаю, какое-то железные нервы. Она, если он там уже совсем заходится, тогда она бежит к нему. А я не могу. Я вот, у меня, видимо, еще до сих пор вот этот вот материнский инстинкт, когда дитё малое. Вот, ну, естественно, старшую тоже жаль. Детство, то есть, можно сказать, у нее как такового нет. Ну, дай бог, чтобы скорее они рассчитались со своими долгами. Я так вроде бы как слышала, что долг у них за дом. Ну все, мои дорогие зрители, до свидания, до скорых новых встреч. Пока-пока. Люблю, целую, обнимаю. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.